Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу предложить вам очень вкусный, сытный и необычный салат, главным ингредиентом которого является свекла. Признаюсь честно, готовила я его впервые, но результатом осталась очень довольна. Тем более, что список продуктов довольно прост и всегда есть под рукой. Для приготовления нам понадобится свекла, чеснок, лук, маринованные огурцы, вареные яйца, соль, перец по вкусу. Первым делом приготовим свеклу. Я беру 4 небольших корнеплода. Ее можно отварить до готовности, но я обычно запекаю в духовке. Для этого заворачиваем каждый овощ по отдельности в фольгу и выпекаем при температуре 180 градусов около 1 часа. Время выпечки зависит от размера овощей. Готовность проверяем зубочисткой. Она должна легко протыкать овощ. Готовой свекле даю остыть вместе с фольгой. Затем убираю фольгу и чищу овощи. Для рецепта нам нужна 1 средняя луковица. У меня лук мелкий, поэтому я взяла 2 штучки. Чистим, моем и нарезаем полукольцами. В сковороду наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла и отправляем туда лук. Пассируем на среднем огне до мягкости. Пока обжаривается лук, мелко нарежем 2 зубчика чеснока. Когда лук станет прозрачным, добавляем к нему чеснок, тщательно перемешиваем. Дадим протушиться вместе буквально 20-30 секунд и выключаем. Даем остыть. Пока займемся другими ингредиентами. Свеклу измельчаем на крупную терку. Маринованные огурцы нарезаем соломкой. Огурчики у меня домашние. Если вас интересует рецепт, ссылку оставила в описании под видео. Добавляем к свекле. Яйца отвариваем 8 минут после закипания, остужаем, чистим и нарезаем соломкой. Все продукты для салата должны быть примерно одинаковой температуры. Если соединять горячее с холодным, это повлияет на вкус и сроки хранения готового блюда. Добавляем к остальным ингредиентам. Сюда же отправляем поджаренный лук с чесноком. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем. Ссылку, как приготовить майонез в домашних условиях, я оставила в комментариях под видео. Салат готов, даем ему настояться минут 15. Затем пробуем на вкус. Если надо, солим, перчим. Выкладываем на блюдо, посыпаем зеленью и подаем к столу. Благодаря добавлению яиц он получается нежнее, чем обычный свекольный салат. Обжаренный лук с чесноком практически не чувствуется, но придают свою нотку вкуса. И что самое приятное, благодаря термической обработке нету резкого запаха чеснока и лука. Я, кстати, салат не солю, потому что мне хватает солоности от огурцов, а еще они придают этому блюду пикантную кислинку. Такую закуску можно подавать к любому блюду. Мне еще очень нравится использовать ее как намазку на хлеб. Отличный, быстрый и вкусный перекус. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Впереди еще много вкусных рецептов. Холодник со свеклой на кефире. Он вкусный, сытный и легкий. Отлично подойдет для обеда. Для него нужны доступные продукты, которые можно купить в магазине. Благодаря присутствующей свекле суп приобретает насыщенный вкус и очень красивый цвет. Овощи я предпочитаю запекать, можно отварить, но при выпечке у них очень приятный привкус, как будто готовили на костре. И отмывать кастрюльку не нужно. Заворачиваю картошку и свеклу в фольгу и выпекаю в духовке минут 40. Можно дольше, зависит от размера овощей. Картофель готовится быстрее. По истечении времени достаем из духовки и даем остыть. Я запекала овощи за день до готовки.
очень удобно. Достал из холодильника и приготовил себе обед за 10 минут. Свеклу чистим и натираем на терке. Я предпочитаю на крупной, можно мелкую. Моем и нарезаем свежий огурец кубиком. Я еще очистила от кожуры, но делать это не обязательно. Отвариваем яйца, остужаем, после чего нарезаем кубиком. Зеленый лук и укроп мелко шинкуем и добавляем к остальным ингредиентам. Все продукты отправляем в большую кастрюлю или миску, чтобы удобно было мешать. Добавляем кефир. Если видите, что масса очень густая, то добавляем немного холодной очищенной воды. Солим по вкусу. Сюда же добавляем лимонной кислоты на кончике ножа. Пробуем на вкус. Если надо, солим и добавляем лимонную кислоту. Отправляем готовый суп в холодильник минимум на 10 минут, а лучше на 1 час, чтобы он настоялся. Готовый суп подаем обязательно холодным. Можно добавить немного сметаны, украсить половинкой вареного яйца и зеленью. Запеченный картофель я подаю отдельно, хотя иногда тоже крошу в основную массу. Я еще добавляю кусочек льда. В летнюю жару это очень охлаждает. Суп получается не только вкусным, но и легким, полезным и потрясающе красивым. Холодник на кефире со свеклой, свежими огурцами, картофелем и отварными яйцами замечательно подходит для обеда в летнюю жару. Приятный привкус, свежесть и прохлада – это качество, присущее данному блюду. Приготовьте яркий и освежающий холодник, дополните его кубиками льда, и жаркая погода перестанет быть для вас проблемой. Друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Сегодня поделюсь с вами рецептом очень простой и вкусной борщевой заправки на зиму. Благодаря такой заготовке вы сможете по-быстрому и без хлопот зимой варить борщ. Кстати, есть ее можно и в виде холодной закуски. Для приготовления нам понадобится лук, морковь, буряк, сладкий перец, помидоры, рафинированное масло, сахар, уксус по вкусу. Данные пропорции рассчитаны на 8 литровых банок. Меня угостили желтыми помидорами, и поэтому решила приготовить именно заправку, так как здесь есть еще свекла, которая и даст красивый красный цвет. Для заправки также подойдут красные или розовые помидоры. Отрезаем хвостик и натираем на терку. Делается это для того, чтобы освободить помидор от шкурок и измельчить саму мякоть. Мякоть от помидор отправляем в глубокую кастрюлю. Добавляем растительное масло и ставим на огонь. Тем временем займемся свеклой. Я всегда готовлю борщ с винегретной свеклой. Так блюдо имеет насыщенный цвет. К тому же она слаще, как мне кажется. Чистим, моем и измельчаем с помощью терки. Я использую терку для корейской морковки. Когда помидоры закипели, отправляем к ним свеклу и кипятим все вместе 15 минут. Тем временем подготавливаем морковь. Ее также чистим и измельчаем с помощью терки. Добавляем кастрюлю и тушим все вместе 15 минут. Лук очищаем от кожуры, моем и нарезаем полукольцами. Добавляем к остальным овощам и тушим еще 15 минут. У перца отрезаем плодоножку, чистим от семян, промываем под проточной водой и нарезаем полукольцами.
Отправляем в кастрюлю и тушим еще 15 минут. Вот чем мне нравится этот рецепт, пока тушатся одни овощи, мы подготавливаем другие. И все по очередности добавляем. В общей сложности при добавлении каждого овоща мы тушим борщевую заправку по 15 минут. В итоге на приготовление уходит около 1 часа. В конце приготовления попробуйте блюдо на вкус и по желанию добавьте сахар и уксус. Хорошо перемешайте, чуть протушите и снова попробуйте. Закатываем горячую заправку в стерильные банки. Переворачиваем, накрываем теплым одеялом и даем полностью остыть. Очень удобно зимой приготовить. А готовится борщ легко. Отвариваем мясо, картофель, добавляем капусту, даем чуть прокипеть и только тогда в последнюю очередь борщевая заправка. Кипятим минуты 2-3. Пробуем на соль. Все легко, быстро и очень вкусно. Просто. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом винегрета с селедкой. Данный салат всем очень хорошо известен. Но я решила немного разнообразить это блюдо, добавив в него новый ингредиент – селедку. Благодаря этому небольшому изменению винегрет приобретает совершенно новый вкус. Если вы любите овощи и рыбу, тогда очень рекомендую приготовить. Нам понадобится сельдь, маринованные огурцы, горох либо фасоль, картофель, морковь, лук, свекла, растительное масло. Первым делом я запекаю овощи. Так в них сохраняются все полезные вещества и не нужно потом мыть кастрюльку. Овощи хорошенько моем и заворачиваем каждый отдельно в фольгу, плотно, чтобы не было дырочек. Овощ должен запекаться в собственном соку, без доступа воздуха, иначе плохо пропечется или будет сухим. Свеклу я обязательно беру небольшого размера, так она быстрее готовится. Отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 180-200 градусов. Картофель у меня готовится примерно 40 минут. Свекла и морковь чуть больше часа. Достаем овощи из духовки и даем им остыть. Убираем фольгу и чистим. Нарезать я буду с помощью вот такой насадки. Чуть прижимаем, затем прокручиваем. Если такой насадки нету, просто нарежьте овощи небольшим кубиком. Теперь переходим к гороху. Вскрываем консервную банку, сливаем из нее жидкость и пересыпаем содержимое в салат. Горох можно заменить на фасоль. Лук я использую зеленый, но его можно заменить на обычный репчатый. Нарезаем небольшим кубиком. Измельчаем маринованные огурцы и добавляем в миску. Сельдь чистим, убираем кожу, кости, нарезаем небольшим кубиком. Добавляем к остальным ингредиентам. Заправляем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем.
Перекладываем винегрет в порционное блюдо и украшаем листьями петрушки. Подаем к столу. Для любителей селедки и овощей это прекрасная закуска. Название вроде как пугающее, но уверяю вас, на вкус это потрясающе, поскольку сочетание печеных овощей и селедки всегда очень выигрышное. Мне он показался интересным, вкусным и полезным. Вкус блюда можно регулировать. Кто-то любит, чтобы было побольше горошка, кому-то нравится, когда в салате много рыбы и огурца. Конечно же, у вас есть свои идеи, чем можно дополнить такой салат. Пишите их в комментариях под видео. Которое стало для меня открытием в этом году, это маринованные яйца с пряностями. Свеклу чистим, моем и нарезаем кубиком. Отправляем в отдельную кастрюлю. Сюда же добавляем воду, яблочный уксус, сахар, соль. Отправляем на средний огонь и доводим до кипения. Выключаем и даем полностью остыть. Очищенные яйца я отправляю в чистую банку и заливаю остывшим маринадом. Яйца должны быть полностью покрыты. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник минимум на 4 часа. Можно на ночь. Чем дольше яйца находятся в маринованном соке, тем больше маринад проникает в них. По истечении времени вынимаем яйца. Разрезаем пополам. В отдельной миске смешиваем желтки, майонез, винный уксус, горчицу, чеснок. Перебиваем блендером до однородной массы. Наполняем яйца либо кондитерским мешком, либо ложкой. Яйца получаются очень красочными, их можно подавать как закуску или даже нарезать в салат. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!